Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такой коврик под тип морской звезды укороченными рядами. Я его вязала спицами. Спицы у меня 3 миллиметра. И пряжа 100% акрил. Диаметр этого коврика, вот по широкой части, вот так вот примерно по диаметру, 25 сантиметров. Можно их вязать из полипропиленового шнура. Можно вязать из полиэтиленовых пакетов разных цветов. Вот, можно связать такой коврик на пол. Можно, в принципе, если пряжа толстая, то, может быть, хватит и в один слой. А можно еще такой же связать, сложить вместе и обвязать. И получится сидушка на стул или на табурет. Вяжется очень легко, укороченными рядами. Что еще хочу сказать по поводу этого вязания. Что можно вязать, вот пополам разделить, вы там в процессе вязания уже поймете. То есть на увеличение, когда сделаете, полностью увеличение, одним цветом нити вязать. А когда пойдете на убавление, можно другим цветом. И этим же цветом можно и эту половинку связать. Пойдете на увеличение, свяжете одним цветом, здесь другим. В общем, комбинировать здесь можно. Для начала на дополнительную нить, которую не жалко будет потом выкинуть, наберем петли удобным для вас методом в количестве n деленное на 2. То есть четное количество петель. Набирайте удобным для вас методом. Вот я для образца наберу 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. И эти нитки можно отрезать. Здесь на всякий случай завяжите узелок. И переходим к основному цвету. Вяжем лицевыми петлями один ряд. Кромочную провязывайте так, как вы привыкли. И провязываем еще один ряд тоже лицевыми петлями. То есть мы вяжем платочной вязкой. Вот, это у нас изнаночная сторона. Вот за эти протяжки мы потом будем сшивать наше изделие.
Теперь одну петлю снимаем, затем вяжем тоже платочной вязкой, то есть лицевыми петлями. Вяжем до конца ряда. Последнюю петлю тоже провязываем. Поворачиваемся. Эту петлю теперь снимаем. И нить перебрасываем и натягиваем. Мы с вами вяжем укороченные ряды. Далее ряд довязываем до конца. Опять поворачиваемся. Вот эту петлю первую мы снимали, она у нас получилась как бы двойная. Опять вяжем лицевыми. Вот эту петлю мы снимали и перебрасывали. Вот она двойная. Значит, эту мы провязываем, поворачиваемся, провязанную петлю снимаем и нить натягиваем. Тоже получается двойная петля. Далее лицевыми. Еще один ряд я вам покажу. Опять вяжем лицевыми. Вот дошли до двойных петель. Эту провязали петлю, поворачиваемся, петлю снимаем, как с накидом получается, и нить натягиваем. Получилась двойная петля. И вяжем до конца. Дальше вы провяжите самостоятельно. У вас получится, что предпоследняя петля будет такая же двойная. Вот у меня осталось провязать чуть-чуть. Лицевая, лицевая. Поворачиваемся, перебрасываем, натягиваем, лицевая, лицевая, опять поворачиваемся, провязываем последнюю. Двойная петля у нас последняя получается. Натянули. Все. Значит, вот эта петля у нас осталась одна. А эти все двойные. Эту нить не отрезаем. Берем нить другого цвета. И провязываем все петли тоже лицевыми, причем за переднюю стенку. Не забывайте, что у нас здесь двойная.
Теперь берем маркер. У кого какой есть. Я вот из трубочек для коктейлей нарезаю. Ставим маркер. И вот отсюда ниже, из петли, наберем дополнительную петлю. И поворачиваемся. Эту петлю снимаем. Маркер снимаем. Вяжем лицевыми. Вяжем до конца. Поворачиваемся. И эту первую петлю перебрасываем и натягиваем. Получается как бы две петли. Опять вяжем ряд. И здесь из протяжки, протяжка будет вот эта петля, которая затянет ту петлю. Добавляем одну петлю. Эту провязываем и разворачиваемся. Одну снимаем, затем провязываем. Остальные петли провязываем. Вот у нас предпоследняя петля, а это двойная. Мы перебрасывали, то есть провязали укороченный ряд. Эту петлю провязываем перед ней, поворачиваемся. Вот она у нас двойная петля. Теперь эту петлю мы снимаем и натягиваем. Тоже получилась двойная петля. Опять вяжем лицевыми. Эту провязываем. А здесь из протяжки перед крайней добавляем одну петлю. Сейчас я вам еще один ряд покажу. Добавили уже 3 петли. Провязываем лицевыми. Вот у нас 2 петли было двойных получалось. Перед ними эту провязываем, разворачиваем и натягиваем нить. Опять с протяжки вот, чтобы петля у нас затянулась. Вот протяжка. У нас уже 4 петли добавлено. 1, 2, 3, 4. Я уже довяжу до конца, чтобы вы поняли смысл.
Так, это двойная последняя, значит, эту мы провязываем и поворачиваемся. Значит, перебрасываем нить и натягиваем. Вяжем обратно. И здесь из протяжки добавляем последнюю петлю. Вот их 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы опять поворачиваемся наизнанку. Провязываем 5 петель. 3, 4, 5. Провязываем этот ряд до двойной петли. Вот у нас двойная. И все так же эту мы перед ней провязываем. Поворачиваемся, переснимаем. Нить перебрасываем, натягиваем. Эти мы остальные провязываем. А теперь 2 петли провязываем вместе. Провязывайте кто как привык. Мы идем на убавление. Опять поворачиваемся. Вот у нас уже осталось 4 петли. Вот двойная петля. Перед ней мы петлю провязываем. Поворачиваемся. Снимаем. Нить перебрасываем, натягиваем. Провязываем петли. И эти последние 2 петли провязываем вместе. Итак, вы вяжете здесь, вы не довязываете, здесь убавляете, пока не останется одна петля. Ну, я вам покажу. Вот у меня осталась одна петля. Вот я провязала 2 петли вместе. Повернулась. Ее сняла. Маркер сняла. Провязала лицевой. Эту тоже петлю провязываю. Поворачиваюсь. Петлю переснимаю. Натягиваю. И вот эти 2 петли нам нужно провязать вместе. Вот так. И теперь мы должны провязать в обратном направлении. Теперь эти двойные петли мы провязываем за задние стенки. Здесь первую петлю тяжело будет поймать. Вот так, за задние стенки.
И так вяжем до конца ряда. Вот этот цвет нити мы можем обрезать. А вяжем дальше розовым цветом. И вяжем до конца лицевыми петлями. Довязываю я до конца. Поворачиваюсь. Опять же эту петлю снимаю и перебрасываю. И опять вяжу лицевыми до конца. Повернулись. Опять лицевыми. Теперь предпоследнюю провязываем и разворачиваемся. Перебрасываем. И опять вяжем укороченные ряды. То есть мы с вами вяжем точно такой же треугольник. Дальше вяжите самостоятельно. Довязываю я этот треугольник до конца. Вот он будет у нас точно такой же. Провязываем последнюю петлю в укороченном ряду. Мы ее снимаем, перебрасываем, а эту нить нужно провязать другим цветом. Потому что мы вот здесь провязали. Видите, у нас что получается? Что петля эта заходит на другой цвет. Поэтому последнюю петлю провязывайте другим цветом. Вот эта нить должна быть здесь. Снимаем и за передние стенки провязываем.
И так вяжем до конца ряда. Довязала я до конца ряда. Теперь ставим маркер. И вот отсюда сбоку добавляем одну петлю. Поворачиваем. Маркер переснимаем. Вяжем до конца. Повернулись. Видите у нас, как должен быть этот цвет? Углом. Значит, мы эту петлю снимаем, нить перебрасываем и натягиваем. Здесь мы делаем убавление, укороченные ряды вяжем. А здесь мы прибавляем. Опять повернулись. Снимаем. Провязываем. Вот у нас двойная петля. Эту провязываем и поворачиваемся. Петлю снимаем и натягиваем. Провязываем одну, вторую. И вот здесь за косичку берем, добавляем петлю. И опять поворачиваемся. Вот. Значит, когда будет 5 петель, опять будем делать убавление. Я вам покажу. Вот у меня уже, это я на изнаночной стороне. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у меня двойная петля. Повернулись. Петлю сняли, перекинули, затянули. Вяжем лицевыми. Вот 1, 2, 3. А эти 2 петли будем провязывать вместе. Значит, и у нас будет точно такой же фрагмент. Вот здесь. Опять поворачиваемся. Теперь у нас тут 4 петли осталось. А здесь также продолжаем вязать укороченными рядами. А эти 2 петли вместе. Все, вот так и вяжете.
такие треугольники. И в итоге вы получаете вот такой узор. Типа морской звезды. Здесь я, правда, вязала на 20 петлях. Вот здесь у меня набрано 20 петель. Вот, а здесь только 10 петель. Значит, почему я начала вязать узор именно с этой части? Можно было и с этой вязать. Но смотрите, если бы я вязала с этой части, мне бы пришлось желтый сшивать с розовым. Какой бы ниткой я сшивала? Могли бы быть видны протяжки. А когда я буду сшивать одного цвета, я беру нитки, значит, таким же цветом я буду здесь сшивать, и таким цветом буду здесь сшивать. Вот, еще раз повторю, если бы я начала вот с этой части вязать, то здесь сшить непонятно то ли этим, были бы видны протяжки. Так, а теперь давайте смотреть, как сшивать, чтобы протяжки были на той стороне. Вот, если мы будем вязать по лицевой стороне лицевыми петлями, неважно за какую часть петли вы берете, главное, чтобы с этой стороны были тоже протяжки. Значит, провяжите открытые петли дополнительной нитью раза 2. Главное, чтобы протяжки были видны. И теперь эти петли закрыть нужно. Чтобы, когда вы будете сшивать, они не распустились. Здесь, в принципе, не важно, как их закрывать. Вот, и так закройте все петли. А здесь у нас можно уже сшивать вот по краю. Теперь берем нить того цвета и начинаем сшивать. Теперь иголку вводим в следующую протяжку, а возвращаем туда, откуда нить вышла. Я петлю не затягиваю, чтобы знать, в какую протяжку вводить иглу. Теперь вводим иглу в следующую протяжку, а сюда в обратном направлении.
И теперь можно затянуть, в принципе. Ну, тут и так хорошо видно. Теперь в следующую петлю протяжку. И в ту, откуда нить вышла. В следующую. И откуда вышла нить. Так, нить. Вот поэтому не стоит затягивать. Вот отсюда вышла нить. Значит, вот мы должны сюда ввести иглу. Это трикотажный шов. Теперь в следующую. И откуда вышла нить. И тогда у вас полотно не будет стягиваться. Оно будет эластичным вместе с сшиванием. Все, и так вы сшиваете одним цветом здесь. А сюда точно так же сшиваете другой цвет. Вот сейчас я вам покажу еще раз. Сейчас лучше видно. Значит, вот эту петлю я не убираю, чтобы знать, откуда у меня нитка вышла. В следующую петлю вводим и в ту, откуда нитка вышла. Теперь можно затянуть. Так, эту петлю оставляем. Иголку вводим в следующую петлю и сюда. И теперь эту петлю затянуть. А эту петлю оставим. Следующую. И откуда вышла нить. В принципе, этот шов я уже несколько раз показывала. Надеюсь, что это последний раз я его показываю. Все. И вот так сшиваете все полотно. Ну вот, довязала я типа коврика, морскую звезду. Значит, что хочу заметить. Вот эту звезду, вот половинку ее, вот эту часть, можно, допустим, эту провязать желтым цветом, а эту половинку взять, допустим, другим цветом провязать. Можно не половинку, можно какую-то часть. Вот. В общем, экспериментируйте, что-то придумывайте. И у вас будет вот такой симпатичный коврик. Если связать еще одну часть, допустим, сложить вместе и сшить, и получится двойной коврик. Или сидушка на стул. Вот. Ну, я уже вторую часть вязать не буду этого. Обвязать как? Обвязать тоже можно по-разному. Обычными столбиками без накида. Можно обвязывать полустолбиками. Можно обвязать рачьим шагом. В общем, смотрите, кто как хочет, то так и обвязывает. Можно обвязать этим же цветом, можно вот этим цветом. Тут вариантов великое множество.
Ну, вот мне почему-то понравился рачий шаг, он хорошо смотрится. Можно обвязку сделать двухцветную, то есть цвета звезды и фона тоже. В общем, тут дело хозяйское. Ну и вот такой коврик у меня в итоге получился. Уверена, что у вас получится еще красивее. Можно вообще все лучи, лепестки разным цветом вывязать. Допустим, там желтый, зеленый, там голубой, еще какой-то разноцветный. А поле, мне кажется, лучше оставить однотонное. Ну, это уже на ваше усмотрение. Ну вот, диаметр у меня получился 25 сантиметров. То есть, набрав 20 петель, диаметр 25 сантиметров. Так что вы набираете побольше. Вот у меня здесь 20 петель было. На 20 петлях я вязала. А вы наберите там петель 60 на коврик. Все, осталось всего только постирать и влажно-тепловую обработку сделать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.